такая благодатная ночь, такое воодушевление сейчас царит. Многие мои клиенты сейчас продуктивно очень работали над переписыванием сценария своей жизни. После того, как я съездила в Грузию и получила там уникальную методику работы с духовной ДНК, и поняла, как это делать не только на местах силы, но и дистанционно, я стала это делать. И вот сейчас я это практикую. Конечно же, это мой новый опыт, конечно же, мне очень интересно это, и я углубляюсь в это с каждым днем и получаю, конечно, такие уникальные откровения. Например, вот сегодня было 2 человека, и знаете, такие раскопки, такие неожиданные варианты выхода из ситуации мы находили, что, честно говоря, такое придумать даже просто невозможно. Уникально просто, это невозможно. Это надо видеть, слышать, своими глазами все это видеть, присутствовать. Ну, чудеса. Знаете, чудеса. Я сейчас сама под впечатлением того, что происходит. Я решила, что я сегодня немножко поработаю просто с Таро, потому что сделать медитацию, это нужно, знаете, чтобы музыка была, это нужно обязательно очень хорошие технические условия, чтобы были. Я вообще делаю все на высочайшем уровне всегда. Все, кто знают меня уже давно, знают, что у меня все вылизано, все четко должно быть, все очень скрупулезно. И я очень готовилась к эфиру сегодня. Ну, вы же понимаете, что всегда все должно, как должно быть, так и происходит. Спать не хочется вообще. Вот Алла пишет, спать не хочется вообще. Вы знаете, люди поделились на 2 сейчас категории. Это те, которые уже давно спят, их уложило, это точно. И некоторые, у которых наоборот, сейчас бодрость, активность, прилив сил. Это ничего не значит, это особенности психотипа и ничего больше, но на самом деле работа с сознанием идет сейчас абсолютно у каждого. Знаем мы это, не знаем, понимаем, как мы себя чувствуем, не имеет значения. Энергия Земли сейчас особая, энергия окружающего пространства Земли сейчас особая. Можно много было бы об этом говорить, но я вам хочу сказать, что давайте доверять просто себе. Ночь удивительная, ночь особенная. Я с удовольствием сегодня сделаю прогноз для тех, кто присоединится к эфиру, отвечу на вопросы тех, кто сейчас меня видит. Я вот сейчас вижу Аллу, а если кто-то меня смотрит еще, то знайте, что вы можете сейчас присоединиться в чат и задать мне любой вопрос и получить мини-консультацию. Естественно, что я это практикую очень редко на самом деле. Я вот вижу, что написано «смотрят 5 человек». Ну, неудивительно, что мало, потому что, действительно, поздновато, и завтра рабочий день. Дорогие мои друзья, присоединяйтесь к чату, смотрите, вы можете просто сейчас подписаться на мой канал, потому что без этого вы не сможете участвовать, ничего писать в чате. Если вы сейчас подпишетесь на мой канал, вы сможете писать в чате. Нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о том, что я в прямом эфире. И я подарю вам сегодня уникальную возможность получить ответ на какой-нибудь свой очень важный, сокровенный вопрос. Итак, надеюсь, что меня хорошо слышно. Начнем. Так, Елена, Алена, доброй ночи. Я сегодня работаю Дед Морозом. У меня не получилось провести медитацию, активацию, к которой я скрупулезнейшим образом готовилась. Компьютер перегрелся у меня просто. И я выскочила из эфира. Провести медитацию не получится, но это ничего страшного. Я понимаю, что значит так должно быть.
Сегодня я отвечу на любой из ваших вопросов. Я просто хочу побыть с вами, побыть в прямом эфире. Совершенно не важно, как сейчас это пройдет, сколько это будет длиться. Очень просто много энергии сейчас, и просто хочется вот быть в состоянии бодрствования. Мне спать совершенно не хочется. Поэтому те мои друзья, которые меня случайно увидели, и те люди, которые меня вообще впервые видят, вы можете присоединяться к чату, и мы будем сейчас с вами общаться и работать. Затмение уже состоялось, мы уже выходим, Луна уже открывается, но влияние затмения будет еще на протяжении как минимум 2 недель. Вообще есть люди разные. Есть так называемые лунники, на которых Луна влияет очень сильно. Это часто водные знаки зодиака. Наверняка вы знаете, к какому знаку зодиака вы относитесь. Либо не обязательно водные знаки зодиака, но если, допустим, в гороскопе выражена стихия воды. И об этом хорошо знают опытные астрологи, что есть люди, у которых разные стихии проявлены по-разному в гороскопе. Кстати, мы вели активации сейчас, у нескольких человек вот прошли активации соляра. Расскажу вам, что это такое. Соляр – это личный Новый год. Это когда вы получаете энергетический такой пакет информационный, на целый год. То есть вы можете, активировав свой соляр, как бы опять-таки стать сотворцом. Вы можете привнести в тот пакет, который вам уже предусмотрен высшими силами на год, внести в него определенные свои пожелания и коррективы. Мы этим тоже занимались в последнее время, потому что сейчас очень у многих дни рождения, тоже вот у моих знакомых, у моих друзей, ко мне обращались те, кто по гороскопу рак, допустим, да, очень интуитивный знак рак. И я помогала своим друзьям. Тоже уникальный опыт. Тоже обращайтесь, если у вас будет вот день рождения, вы захотите в свой день рождения, потому что это уникальная возможность внести коррективы в свою программу. Ну что ж, пишите вопрос в чате, на который вы хотите получить ответ. Краткий, четкий вопрос, если есть такие. Или попросите меня о чем-то рассказать. Я побуду с вами какое-то время. Не знаю, что у нас получится из этого, но я делаю так, как чувствую. Я уже выходила в эфир и давала прогноз по стихиям. Кто не видел, пожалуйста, обратитесь к предыдущему предсказанию. Я давала для стихий земля, вода, огонь и воздух. Делала предсказание, какая программа, от какой программы уже пора отказаться в связи с тем, что она подошла уже к своему логическому концу, ее уже пора переписывать. И какой у вас прогноз на ближайшее будущее в связи с затмением. Потому что по затмению эта энергия же не просто идет к нам на Землю, это же энергия-информация, вот, и она воспринимается нами на клеточном уровне, очень мощно влияет на наше сознание, наш организм. Ну что, девочки, не спите, есть у вас вопросы? Еще вы еще со мной? Сейчас посмотрю, кто меня смотрит. Кому интересно получить сейчас личную консультацию небольшую, я ожидаю вас. Вижу, что смотрят 8 человек. Для того, чтобы писать в чате, вам нужно подписаться на мой канал, нажать на колокольчик и задать вы сможете вопрос в чате. Угу. Пока что был только один вопрос. Когда затмение?
Я на него ответила. Аллочка Мишина, Алена Лебова. Есть у вас вопросы, девочки? Абсолютно любой вопрос. Для тех, кто будет смотреть меня завтра, я, пожалуй, сделаю такой подарок. Просто для тех, кто сейчас со мной в прямом эфире, у вас есть уникальная возможность получить подсказку от меня прямо сейчас. Да? Для тех, кто будет смотреть меня в записи, я сделаю такой подарок, я уже придумала. Я отвечу на любой из ваших вопросов, да или нет. Вот что я сделаю. А пока я прочитаю, у нас здесь что-то написала Алла. Можно ли узнать, повлияет ли затмение на мою финансовую деятельность? Ну, вообще, работа с каналом изобилия, я ее и планировала. На самом деле, вот Алла интуитив высокого уровня, она прямо в точку смотрит. Повлияет вообще это затмение на финансовые перспективы всех людей. Всех людей. В какую сторону и как, это нужно у каждого, конечно же, индивидуально смотреть. Но именно это затмение, очень хорошо по этому затмению работать с финансами. И последние вот мои консультации, они все были финансовые. Но хочу вам сказать интересную вещь. Еще ни разу не было так, чтобы мы рассмотрели чистый бизнес и ничего личного. Обязательно финансы связаны с другими сферами жизни, и приходится затрагивать несколько сфер жизни. Особенно часто дружат, так сказать, между собой финансы и личные взаимоотношения, семейные взаимоотношения, отношения между мужчиной и женщиной. И мы уже знаем о том, что да, это взаимосвязано, все об этом говорят, но вы знаете, когда мы раскапываем истории и понимаем, как это взаимосвязано, я просто с удовольствием бы с вами поделилась, на самом деле, какими-нибудь историями абстрактно, не называя, да, чьи они, но все-таки считаю, что даже в таком варианте это будет некорректно. Но некоторые истории меня просто, правда, поражают. Это в голову не придет, каким образом деньги, финансовая ваша состоятельность вот на данный момент может зависеть от какой-то истории любви несколько поколений тому назад, а то и очень-очень много поколений тому назад. Девочки не дадут соврать, если они присоединятся к чату тех, с кем я работала, наверняка будут такие комментарии. Это просто поразительно, я не могу вам передать, насколько даже меня это поражает. Уму непостижимо. Поэтому финансовая сфера, дорогие мои, сейчас просто животрепещущая сфера. Обязательно повлияет это затмение на сферу, Аллочка, финансовую. Я могу вам дать подсказку, конечно, какой прогноз, но такой, знаете, обтекаемый, потому что по-хорошему надо обязательно сканировать канал изобилия. Это серьезно, то есть его нужно сканировать на разных уровнях. Канал изобилия – это такая энергоструктура, которая проходит через через все тела человека, то есть через все чакры человека. И вдоль позвоночного столба идет наша живительная энергия, энергия витальная, да? Она имеет прямое отношение к каналу изобилия. То есть наша энергия жизни, витальная энергия, имеет отношение к каналу изобилия. Канал изобилия хорошо работает у тех людей, у которых есть хорошая связь с родом. Поэтому если вы хотите исцелить свою финансовую сферу, я вам просто даю подсказку. Первое, что вам нужно сделать, это задуматься о связи со своими предками, со своим родом. Но не
путайте, пожалуйста, родственников и род. Я часто это повторяю, но если вы меня слышите впервые, услышьте меня. Родственники, конфликты с родственниками – это одно, а связь с силой рода – это немножко другое. И бывает так, что конфликты с родственниками есть, но связь с родом хорошая, как ни странно. А бывает, что конфликтов нет, но связи с родом тоже нет. Понимаете? Поэтому все неоднозначно на самом деле. Конечно, тот человек, который начинает работать с силой рода, конфликты в семье постепенно успокаиваются. Это я вам точно говорю. Но я не ставлю конфликты во главу угла. Для меня связь с родом важнее. Это первично. И я всегда говорю, давайте укреплять эту связь. Но вы все спросите, как укреплять, что делать, куда бежать. Это работа энергетическая, это моя работа. Я знаю, как укреплять. Я делаю это разными способами, но это все моя кухня, да, энергетическая работа с клиентом – это моя кухня. Так вот в открытом доступе я вам об этом, просто не смогу рассказать, даже при всем желании не поймут многие меня. Но в любом случае вы должны знать, что я это делаю, это возможно, это нормально, и в каждом случае индивидуально. Поэтому каких-то общих рецептов давать невозможно. В общем, для вашего финансового благополучия нужно работать с каналом изобилия, который связан с силой рода. Понятно? Так, для Аллочки мы сейчас возьмем подсказочку, как может повлиять затмение на ее финансовую деятельность. А то я заболталась. Люблю я это дело. На самом деле я не болтушка. Я просто тяну резину, жду от вас вопросов. Подсказочка для Аллы. Как может повлиять затмение? Да, Алла, у вас это затмение ключевое. Просто начало совершенно нового периода. Я бы не сказала, что финансовая история сейчас для вас будет как бы самой важной. Скорее всего, извините, я живу на первом этаже, и кошки у меня прямо лезут в окошко. Смотрите, у вас вышла королева мечей. То есть вам придется принимать какое-то очень жизненно важное, ответственное решение. Это связано с семьей по карте Иерофант, это связано с... может быть, правда, и с бизнесом, но чаще все-таки Иерофант отвечает за семью и за род. Это может, правда, по Иерофанту быть и структура, относящаяся к юридическим структурам, да, то есть это могут быть всевозможные государственные учреждения и так далее. По аркану Дурак вам придется совершенно с нуля начинать какую-то историю. И по аркану Смерть я очень люблю, он, кстати, в перевернутом виде выпал для Аллы. По аркану Смерть это будет опять-таки подтверждение, это преобразит в корне, преобразит вашу жизнь и вас саму в целом. Поэтому даже беглый взгляд указывает на то, что по этому затмению у вас, Аллочка дорогая, будут грандиозные перемены в жизни. И по королеве мечей вам придется живое участие принимать, то есть устраниться как-то от этих процессов будет невозможно. Вот так. То есть будет вся ответственность лежать на вас. Поэтому с этим надо разбираться. Пока только ответ такой: да, повлияет,
и повлияет не только на сферу финансов, это затмение. Алена пишет: Инна, у меня очень непростая ситуация с недвижимостью. На что нужно мне обратить внимание? Вот я же говорю, сейчас по этому затмению тема финансов и в том числе недвижимости, кстати, абсолютно верно, у многих людей. И у каждого что-то свое. Покупают, продают, делят, дарят, судятся. Просто очень обостряется эта тема. На что нужно обратить внимание Алене? Подсказка для нее. Подсказка высших сил. Тема очень серьезная, здесь придется разбираться. Такая неоднозначная на самом деле. Хотелось бы помочь и сказать что-то определенное. Ален, здесь в общем, надо не сдаваться. Если вот, допустим, брать совет для вас, здесь просто много нужно говорить и много нужно... Такая личная тема, тут просто всплыл такой пласт на самом деле, большой. Но вот если взять подсказку, да, или вернее совет, да, видите, совет для вас. По аркану маг, конечно же, не сдаваться, брать все под контроль, не сомневаться в своих силах и обращаться к помощи людей. Здесь нужна помощь кого-то. Да. И, по-моему, суд все-таки будет. Да, ситуация действительно непростая. То, что она кармическая, это ясно, потому что выпал аркан смерть. Мы только заговорили о том, что сейчас обостряются кармические узлы. Кармическое полнолуние. Действительно, ситуация непростая. Надо держаться, брать все под свой контроль, обращать внимание, там тысячи мелочей, на которые надо обратить внимание. Там и какой-то неблагонадежный очень человек присутствует и так далее. Алена, тема такая серьезная. Нужна помощь, значит, будем работать. Татьяна Петренко. Род это по маме или по папе? Хороший очень вопрос Татьяна задает. Смотрите, в каждом из нас, с одной стороны, проявлен и тот, и другой генетический код. Я говорю о духовном коде, о духовной ДНК. И в то же время у нас есть доминанта. И это настолько... У некоторых это очень очевидная доминанта. Мамина дочка, там, папина, все такое. То есть сразу видно, с кем контакт лучше. Ну, то есть люди часто чувствуют. Но бывает так, что доминанта не то чтобы не выражена, она парадоксальна. То есть тот родственник, с которым сложные взаимоотношения, как раз таки
холодные, отстраненные, как раз тут по принципу нашла коса на камень, да, то есть это родственная энергетика, и поэтому людям очень трудно общаться между собой. Бывает и такое. И очень часто я видела такие ситуации, когда сила рода передавалась по принципу от противного. Это, ну, болезненные бывали ситуации, я уж насмотрелась их разных, поэтому работать надо индивидуально. И когда я погружаю человека в состояние измененного сознания, его подхватывает, бывает, та или другая энергия, то есть женская линия или мужская, и мы идем по ней. Поэтому, ну вот именно в состоянии измененного сознания, когда я соединяюсь с Верховным Духом Предка, там уже видно, какая линия подхватывает вас. Так что род бывает в каждом случае по разной линии. По маме бывает и по папе. Доминанта. Но все равно программы передаются, конечно, с обеих веток. Это понятно. Но силы больше передается по какой-то доминирующей стороне. Мы же говорим о сильной линии. Да? Вот сильная линия, она всегда доминирует по той или иной линии. Так, Таня пишет, у меня намечается знакомство с мужчиной для создания семьи. Хорошо, рада за вас. Какой вопрос? Да, Алла пишет, будем разбираться. Будем, Алла, разбираться, будем. Там есть над чем подумать, действительно. Нет, но бывают вопросы, когда однозначно и просто можно быстро на них ответить. Но сейчас вот в связи с кармическим полнолунием очень у многих обострились такие вопросы, на которые вот так раз-два, ну, при всем желании. Я вижу целый пласт, да, то есть сразу всплывает, ну, безответственность на что-то говорить, да, давать какие-то надежды, это неправильно. Нужно потратить время, нужно углубиться, нужно разобраться. Но игра стоит свеч, такие раскопки порой приводят к фантастическим результатам. Вообще я заметила, когда мы выводим на сознание какую-то проблему, то сразу же уже и целительство какое-то происходит. То есть ситуация меняется на глазах. Это так здорово наблюдать, когда еще почти ничего не сделали, только покопались, разобрали, а уже немножечко что-то сдвигается и потихонечку легче. Так что всегда стоит выводить на сознание проблему. Алена благодарит, а Татьяна не пишет пока вопрос по поводу мужчины. Давайте, девочки, еще пару вопросов. Пока мы бодрствуем, пока мы общаемся, пока мы дарим друг другу тепло, любовь, внимание, мы обмениваемся энергией. Да? Я вам объясню. Мы настолько сейчас усиливаем друг друга, отдавая, принимаем, принимая, отдаваем, да, настолько сейчас закручиваем энергетический вот этот вихрь, что происходит само собой выправление и целительство. Я вам всем желаю только побед, счастья, добра, успехов, благополучия и здоровья, конечно же. И поверьте, эти пожелания, они сейчас наполнены такой силой, что подставляйте ладошки и радуйтесь, и пользуйтесь, потому что мы можем принести сегодня намного больше пользы людям, этому миру, тем, что мы думаем позитивно, желаем друг другу счастья. Давайте просто подумаем о том, что хорошо, все хорошо. Мы живы, у нас как бы есть еще один день, чтобы быть счастливыми. Это прекрасно. Танечка, есть у вас вопрос? Пишите скорее конкретный вопрос. Кстати, я знаю, что сформулировать вопрос – это очень тяжело. У меня уходит порой вот на консультации, половина консультации занимает только формулирование вопроса. Вот я все время недоумеваю, почему так трудно сформулировать вопрос. Вы приходите, вы рассказываете свои истории, долго-долго
Хотя нужно просто прийти с вопросом и получить ответ. Представляете? Вот эту работу вы должны проделывать самостоятельно. Но когда вы научитесь формулировать четкие вопросы, вы увидите, как вы будете получать подсказки Вселенной даже самостоятельно, без моей помощи. Вы будете уже получать ответ. Если нет вопроса, нет ответа. Вот Танечка написала, будет ли это знакомство для меня ценным. Хорошо, подумала и написала. Потому что, конечно, я могу это раскрутить и разложить сейчас. Просто не представляете себе как. Уж я-то умею это делать. Но нужно же, чтобы именно от вас исходил вот этот запрос. Это крайне ценно, крайне важно. Будет ли ценным для вас? Ну, тоже вопрос не совсем корректный, но тем не менее, вот как умеем пока что, да, так и задаем. Хорошо. Будем же учиться потихоньку, правильно? Итак, как вы спросили, так я и формулирую. Будет ли это знакомство ценным для вас, Татьяна? С одной стороны, я бы сказала, что да. Не могу понять, человек намного старше вас, что ли? Потому что здесь вышел старший аркан Отшельник в прямом положении. Я не вижу здесь какой-то, знаете, радости общения, честно говоря, потому что паж чаш перевернутый. Такое впечатление, что первое впечатление будет, ну, вау-эффекта я здесь какого-то не вижу, знаете. Все карты потом тоже. Но тем не менее, несмотря на это, у вас, возможно, продолжится общение, потому что я вижу колесницу. На мой вопрос, продолжите ли вы потом общаться, все-таки выходит колесница. Скорее всего, это человек приезжий, мне так кажется, возможно, издалека. Но он будет предлагать вам встречаться. Вы более сдержаны к нему. Вы его рассматриваете как ресурс. Здесь выходит король пентаклей. Надежный, ресурсный мужчина. Влюбленные карты перевернутые и умеренность. Два старших аркана, которые говорят о том, что вы рассматриваете этого человека как ресурс. Кстати, насчет будет ли знакомство ценным, в самом вопросе как будто бы что-то такое звучит насчет ценности и ресурсности. Если он не старше вас, вы пишете, что не старше, да, не старше вас, тогда он может быть просто духовно намного более развитый и продвинутый по аркану Отшельник.
Такое бывает. Человек молодой, но выходит он как старец. Также аркан-отшельник может говорить о том, что человек холостой, давно холостой, нет у него женщины. Ну, знаете, надо ли встречаться, это вы, конечно, должны абсолютно сами самостоятельно решать. Давайте рекомендацию для вас возьму от высших сил. Не на прямой вопрос, надо ли встречаться, а что вам высшие силы рекомендуют. Ну, у вас столько страхов по отношению вообще к мужчинам, к связям и так далее, вы очень насторожены. И, честно говоря, рекомендация работать с собой. И у вас это семейная тема, это какая-то вообще, как вам сказать, ну, вышла карта дома. То есть я не удивлюсь, если сложные отношения были вообще папы с мамой там и так далее. Туз мечей тоже это острая тема. Но по колесу фортуны вполне есть у вас шанс эту ситуацию изменить. Не так страшен черт, как его малюют. У вас есть сейчас санкция небес на то, чтобы начать работать именно над собой. Вот эта вот карта очень хорошая. Вы можете сейчас по затмению проработать свои страхи. Уж не знаю, чего вы там боитесь. Для вас тема противоположного пола и мужчин – это такая трудная тема, скажем так. То ли натерпелись вы уже, то ли это просто опыт предыдущих поколений давит на вас генетически. И рыцарь чаш перевернутый, ну, какое-то прямо отсутствие романтики, ничего не понимаю. Не готовы вы сейчас вообще вот прямо к романтическим отношениям, вот с места в карьер. Вы будете, конечно, присматриваться, принюхиваться и так далее. Но шансы создать свое счастье у вас есть. Работать надо. Да. И, может быть, действительно, я не знаю, этот мужчина приезжий, потому что опять выходит колесничий. Но какое-то время пройдет, прежде чем вы сможете более открыто отнестись к созданию новых отношений. От вас многое зависит, скажем так. Вот в данном случае больше зависит от вас. Мужчина интересный. Если это отшельник, который не старый мужчина совершенно, да, допустим, а молодой мужчина, то тогда он должен быть очень интересный, с ним должно быть очень интересно общаться, высокодуховная наверняка личность. И единственное, что с такими людьми сложно выстроить отношения, они немножечко закрытые, немножечко сами вещь в себе, скажем так. И не очень хорошо, не любят рассказывать о себе, скажем так. Поэтому, видимо, поэтому карты и показывают, что если отношения и будут строиться, то постепенно. Напишите, пожалуйста, насколько для вас эта информация хотя бы в какой-то части отрезонировала и была ценна. Потому что, конечно, вот так работать в живом эфире на расстоянии еще и ночью не всегда это удобно. Плюс закрывают еще информацию иногда, потому что вот когда человек приходит на личную консультацию, слышит только он, да, конечно, информации просто больше дают намного, потому что когда слышат другие люди, сразу же немножко такие фильтры устанавливаются, но чтобы, ну, знаете сами, не все всегда можно говорить, поэтому не все всегда и показывают, не все всегда и я, когда вижу, могу сказать. Вот так вот приблизительно. Ну что, мои родные, я вам очень благодарна за то, что вы со мной все еще до сих пор. Будем работать лично, благодарю. Будем работать.
Вообще, девочки, всех вас я обожаю. Уже настолько, я не знаю, как вы, но уже так как-то я с вами подружилась и даже больше. Кто сейчас видит меня впервые, добавляйтесь в группу Viber. Вот все девочки, они оттуда, не дадут мне соврать, что так намного проще все-таки нам. Вот 6 человек смотрят. Ну, ночь. Мы полуношники или уже как нас назвать? Так, давайте подарим тем, кто будет смотреть в записи. Мы уже потихонечку будем, да, ложиться спать, пытаться во всяком случае. Я еще медитацию для себя проведу обязательно. Ответим тем, кто еще в записи нас посмотрит, на вопрос, да или нет. Каждый из вас загадайте, пожалуйста, свой вопрос. Четко его сформулируйте. Сформулируйте его таким образом, чтобы я могла ответить кратко, да или нет. Хорошо? Давайте даже сделаем, вот как я люблю, на 4 туза. Финансы, любовь, карьера и духовная жизнь. Просто да или нет. Подумали, да? Готовы. Финансы, карьера, любовь, духовная жизнь. Можете 4 вопроса, можете только один по какой-то теме. Нравится такая идея? Еще раз повторю. Финансы, карьера, любовь, духовная жизнь. Куда-то спрятались тузы. Прямо не хотят появляться. Смотри, 3 туза нашла. 4. Все есть, все готово. Финансы, карьера, любовь и духовная жизнь. Так, на тему финансы. Да или нет? Подумайте. Сформулируйте четкий и краткий вопрос на тему финансов. Да или нет? Я думаю, что нет. По теме финансы скорее нет. Но точно что-то закончится. Важное, глобальное, давно тянущееся, отнимающее энергию, силы. То есть если вам нужно что-то завершить, то завершится. А если, допустим, нужен положительный эффект, то здесь сомнительно. Закончится, да, это точно. Вот такой ответ. Вообще ситуация еще в стадии рассмотрения, вот я вам хочу сказать. Бывают такие случаи сложные, когда еще даже на небесах неизвестно, как повернуть, в какую сторону. Поэтому я вам могу сказать, что надежду не теряйте, если вам нужен положительный эффект, боритесь, продолжайте, но какая-то ситуация очень скоро завершится, вы как бы освободитесь от этого. Это хорошо. Карьера. По тузу мечей загадайте, пожалуйста, что вас интересует в карьере.
Пройдет какой-то период разочарований, то же самое у вас подходит к концу какой-то этап. И по королеве Пентаклей интересно, что с большими, правда, трудностями, но вы сможете выйти на новый уровень, потому что очень много карт, которые говорят о том, что у вас тянулся период нестабильности, сложности, разочарований, каких-то утрат. Вы заслужили, видите, вы заслужили новый уровень. Закончатся ваши мытарства и борьба. То есть хорошо. Единственное, тоже не сразу. Свет в конце туннеля есть. Если вас интересует ответ «да» или «нет», то я думаю, что «да», но не сразу. Любви. Загадайте, пожалуйста, что вас интересует в любви, да или нет. Ну, тут да. Да. Ну, тут шикарные карты. Тут, если даже вы планируете замужество, что-то серьезное, да, но при вашей активности, не пассивности. То есть какая-то движуха должна быть по колесу фортуны, поездки, путешествия, в общем, весь мир у ваших ног, не сидите на месте, и тогда да, потому что и Иерофант, и Аркан Справедливость, крупные такие вещи говорят о том, что возможен даже брак. Так что здесь однозначно очень хорошо. И духовная жизнь. Ваша духовная жизнь, если есть у вас какие-то вещи, над которыми вы работаете, и вам бы хотелось получить наконец-то результат. Личность, да, мы развиваем свою личность, убираем в себе что-то, улучшаем, корректируем. Да или нет? Да. Здесь у вас прекрасные результаты, какая-то история, которая родом еще из детства, заканчивается. Тоже это что-то связано с мужчинами, либо по отцовской линии какая-то программа и так далее, но тянущаяся из детства. Вы уже полностью из нее выходите. Ретро-карта на обороте, вот эта вот шестерочка чаш говорит о том, что это детская еще программа. Может быть, иногда бывает даже предыдущее воплощение показывает эта программа. Здесь у вас прекрасные перспективы. То есть любовная сфера, сфера духовной жизни однозначно да, я вас поздравляю. А сфера финансов и карьеры, здесь надо прорабатывать, здесь нужно целительство, здесь не опускайте руки. Если просто вам нужна моя помощь, обращайтесь индивидуально. Никогда не складывайте крылья, все можно решить. Пока мы живы, у нас есть шансы что-то изменить. Там есть сложности, там на длительную перспективу идет программа. Пока мы находимся в коридоре затмений, пока у нас есть еще 2 недели мощнейшей энергии, которую мы можем использовать в наших мирных целях, созидательных и творческих, обращайтесь, будем работать. Я с собой работаю каждый день. Я сама для себя клиент, пациент. Я себя постоянно и сканирую, и исцеляю, и трезво к себе отношусь. Без честности, без трезвого подхода к самому себе, мыслить о каком-то духовном росте, о том, что в жизни что-то изменится, невозможно. Поэтому я вас призываю, будьте с собой откровенны, честны, любите себя все равно любыми, принимайте себя. Я вас принимаю, и я вас люблю. Я вас благодарю за доверие и дружбу.
И жду вас снова на моем канале «Иная реальность». Ведь я иная, и я всегда получаю то, чего желаю. До скорых встреч, мои дорогие друзья. Пока-пока.